Привет, армия. Любовь между Тэхёном и Чингуком снова в центре внимания, на этот раз простым, но очевидным образом. Тэхён играл в баскетбол с присущей ему спокойной энергией, и многие фанаты сразу же вспомнили недавнюю поездку Чингука в Японию. Эта ментальная привязанность возникла, когда на следующий день Тэхён был замечен в новом свитере, который все сразу узнали. Свитер был из Chrome Hearts, того же магазина, где Чингук был сфотографирован во время поездки. Утечка фотографии, которая ранее вызывала негативные комментарии и беспочвенные слухи, теперь приобрела новый смысл. Подарок был вручен непосредственно Тэхёну, давая понять, что история гораздо проще, чем некоторые представляли. Удобный и стильный свитер привлек внимание не только тем, что был от известного бренда, но и тем, что Тэхён продемонстрировал его, ничего не скрывая, словно зная, что люди заметят этот жест. Пока некоторые ненавистники пытались разжечь драму, их действия говорили сами за себя. Для многих фанатов это был способ показать, что они все еще в своем мире, а не полагаться на слухи. И, как и ожидалось, возникли теории о больших чемоданах, замеченных в аэропорту. Некоторые настаивали, что они принадлежали кому-то другому, но в конце концов выяснилось, что это были вещи, которые Чингук купил в Японии. Это не имело никакого отношения к преувеличенным комментариям, он просто вернулся с продуктами, как человек, путешествующий и привозящий домой подарок. Больше всего бросалось в глаза то, насколько простым был этот жест. Чингук, всегда проявляющий свою вдумчивость, выбрал свитер специально для Тэхёна, и Тэхён надел его так быстро, выглядя комфортно и естественно, показывая, что подарок что-то для него значит. Многие фанаты заметили, как каждое действие, казалось, было плавно связано. Тэхён играет, Чингук путешествует, и свитер появляется сразу после этого. Не было необходимости выдумывать сложную историю, это было больше похоже на череду моментов, связанных между собой, которые напоминали всем, почему так много людей все еще следят за ними. Некоторые пытались расшевелить ситуацию, но все изменилось, когда Тэхёна увидели в свитере. Тревога, вызванная слухами, быстро утихла, потому что контекст говорил сам за себя. События последних дней указали на одну простую вещь. Они думают друг о друге больше, чем говорят. Чингук возвращается с короткой поездки с большим чемоданом, и теперь все обретает смысл. Тэхён решает надеть подарок на следующий день, и это обретает смысл. Их действия связаны без слов и объяснений. Это просто искренние детали, которые появляются в нужный момент. И именно это удерживает поклонников, потому что эти жесты демонстрируют привязанность, которая не основана на длинных речах, а на маленьких, естественных вещах. Тэхён и Чингук продолжают жить своей жизнью, не зацикливаясь на негативных комментариях, и время от времени они показывают, что даже если они не говорят всего, есть знаки, которые говорят за них. Их моменты остаются простыми, ясными и понятными, моменты, которые вызывают много эмоций. Прошло 4 года с концерта Гарри Стайлса в Лос-Анджелесе, и этот момент до сих пор с теплотой вспоминают многие поклонники Тэкука. Тэхён и Чингук держались за руки во время исполнения песни «Фаулинг». Этот момент не был ни преувеличением, ни постановкой, им просто было комфортно, они разделяли что-то особенное, их взгляды излучали спокойствие и доверие, пребывание в США было совсем не напряженным, казалось, оба вздохнули с облегчением. Многие поклонники заметили, как Тэхён предложил Чингуку напиток и нежно погладил его по волосам. Это был небольшой жест, но он был таким искренним. Когда их руки снова встретились, все казалось таким естественным. Даже по сей день многие поклонники помнят момент, когда Гарри Стайлс бежал с флагом ЛГБТК+, крича «Свобода твоя!». Камера запечатлела их реакцию, их улыбки были спокойными и искренними. Казалось, что послание сразу же нашло отклик. Многие считали этот момент очень важным, потому что он отражал то, чего все для них надеялись – жизнь без страха и осуждения. Вот почему это воспоминание так сильно. Теперь, 4 года спустя, Чингук снова спел «Фаулинг», и все эти воспоминания всплыли на поверхность, доказывая, что некоторые моменты трудно забыть. И для многих поклонников Тэкука их отношения кажутся настоящими не потому, что они впечатляющие, а потому, что они естественны. То, как они смотрят друг на друга, то, как они ищут друг друга, то, как они вместе, кажется постоянным из года в год. В конечном счете, больше всего выделяется то, что их отношениям не нужен большой момент, чтобы привлечь внимание. Даже самых маленьких деталей достаточно, чтобы заставить людей что-то почувствовать. Может быть, это взгляд, короткое прикосновение или тихий смех.
простые вещи, которые кажутся особенными, потому что они возникают естественно, не по принуждению, близость, которая возникает без давления, и это то, что имеет значение. Именно эта последовательность и мягкость в их поступках делает каждый день чем-то новым для разговора, даже когда не происходит ничего экстраординарного. И, возможно, именно это заставляет так много людей смотреть на них, потому что нечто подлинное не нуждается в доказательствах, это просто нужно увидеть, понемногу, вот так. И, возможно, именно поэтому каждая мелочь кажется такой значимой, потому что они не пытаются никого убедить, они просто живут этим, позволяя времени и действиям говорить громче слов, никаких формальных объяснений, никаких пространных выяснений, просто взаимное присутствие посреди их суетливой жизни. Для многих поклонников такие отношения не нуждаются в определениях, в ярлыках, потому что того, что видно, достаточно. Тот факт, что они продолжают возвращаться друг к другу даже после путешествий, занятости, расстояний и слухов, показывает нечто, что нельзя игнорировать, нечто, что заставляет многие сердца верить, что все, что у них есть, реально и значимо. В мире, полном пристального внимания и давления, сохранить что-то личное, но при этом сильное, нелегкая задача. Но они делали это молча, простыми жестами, и с верой в то, что не все должно быть публичным, чтобы быть важным, именно это молчание усиливает их значение. И когда Тэхён надевала этот свитер, он словно безмолвно говорил «я принимаю, я понимаю, и я отвечаю взаимностью». Не словами, а действиями. Чингук, подготовивший подарок, словно показывал, что думает о ком-то, даже когда это человек далеко, о ком-то достаточно важном, чтобы посвятить ему свое время, внимание и мысли. Возможно, именно поэтому фанаты не сдаются, ведь за слухами, шумом, драмой и комментариями скрывается нечто большее, нечто, что шум не может поглотить. Есть взаимная забота, которая сохраняется, несмотря на течение времени, есть близость, которая не меркнет, несмотря на расстояние. И среди всего этого они продолжают идти в одном ритме, как будто внешний мир не может нарушить гармонию, которую они так долго выстраивали. Время идет, слухи затихают, начинается новая глава, но их отношения остаются крепкими, спокойными, последовательными и значимыми. В конце концов, возможно, запомнятся не самые важные моменты, а мелочи, такие как теплый свитер, надетый без колебаний, чемодан, принесенный домой с целью, песня, спетая снова спустя годы, руки, когда-то сцепленные в темноте на концерте, полном огней, взгляды, встретившиеся без необходимости слов. И если фанаты чему-то и научились из всего этого, так это тому, что любовь не всегда сложна, она не всегда драматична, она часто сильнее всего, когда она нежна, спокойна и последовательна, как два человека, идущие рядом, не нуждаясь ни перед кем объясняться. Для всех, кто следил за этой историей с самого начала, каждый простой момент все еще ощущается как кусочек пазла, который в конце концов складывается воедино, не для того, чтобы доказать, кто прав, а чтобы показать, что некоторым связям не нужны объяснения, чтобы в них поверить, их просто нужно увидеть, почувствовать и оценить. Потому что, в конце концов, Тэхён и Чингук ничего не обещали публике, но их поступки всегда давали им что-то вспомнить, и, возможно, этого было более чем достаточно, больше, чем кто-либо мог когда-либо просить. И когда этот свитер был надет, и когда эта песня была спета снова, и когда расстояние превратилось в близость самым неуловимым образом, стало ясно одно: некоторым отношениям не нужно объявлять, чтобы оставаться вечными, им просто нужно продолжаться, понемногу, день за днем, как это было всегда. Потому что, в конце концов, самая сильная любовь – это та, которая не пытается быть видимой, но которая остается в тишине, в маленьких моментах и в простых деталях, которые объединяют два сердца, даже когда мир этого не понимает. И, возможно, это была настоящая история Тэкука, небольшая драматическая история, а молчаливое путешествие, полное маленьких знаков, которое продолжает связывать их и нас, без необходимости произносить хотя бы слово. Like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh.